Доброго дня. Ні, шеф, ви. Шеф я. Ви на 2 часа опоздали. Вибачте. Друзья, мы здесь срезали лестницу в прошлом видео. Сейчас здесь уже новая лестница залита. Но теперь вторая проблема. Нет дверного проема. С лестницы же должен быть выход куда-нибудь, правильно? Правильно. А его нет. Но он будет. Кто это сделал? Это напоминает классический момент. Кто это сделал? Ну, я вам покажу еще один прикол. Ё-моё. Вот та линия, по которой был лестничный марш, и следы еще видны. Сопли так называемые, бетонные. Но теперь эта балка, она никак не попадает в концепцию будущую. Ее надо срезать. Этим и займемся. Как только вырежем двери, сразу вырезаем балку. Что мы здесь делаем? Мы вырезаем, отсверливаем углы во избежание так называемых зарезов. И этот дверной проем, а он немножко странного размера, 2,6 высота, 1,60 м ширина, мы его делим на 2 фрагмента. Почему делим? Потому что вес 2 тонны. Если уронить эти 2 тонны на плиту свеженькую, ну как-то это концептуально неправильно. Поэтому делим хотя бы по тонне и уже по тонне бросаем. Ти опять сюди прийшов? Ти знову бетон будеш різати? Ні. Сейчас начнется шоу. Очередное шоу по вырезанию дверей. Огонь! Друзья, очень часто доводится слышать споры и специалистов, и не очень, какой рез делать первый. Горизонтальный или вертикальный. Я знаю, какой нельзя делать последний. Нижний. Вот нижний, ни при каких условиях, нижний горизонт нельзя резать последний. Дальше можно резать 2 вертикала. Верхний горизонт, средний горизонт, нижний горизонт. Можно резать нижний горизонт, средний горизонт, верхний горизонт, 2 вертикала. Можно резать вертикал, 3 горизонта, отсекающий делать вертикал. Без разницы. Самое главное, чтобы это не был последний рез, потому что зажимает диск. Друзья, вот хочется сказать, насколько приятно резать, когда это режим так называемый стойка. Вода льется, мы эту воду не собираем, скорость резки максимальная, скорость выполнения работ максимальная. Но, в принципе, себестоимость выполнения этих работ минимальная. Потому что нет никаких подготовительных работ. Мы ничего не утеиваем на капец. Да что ж такое, убирать? Друзья, очень часто вы спрашиваете, какая скорость резки. Ну, посчитать ее несложно. Мы сейчас включим таймер и померяем. У нас длина 2,60, толщина 0,2. Обычный такой среднестатистический монолит. 10-я стенорезка, 800-й диск сегмента ДТС. Поехали. Так, а за сколько ты времени проезд делаешь? 7 минут. Мировой рекорд новый. Кстати, сейчас режем нижний горизонт. Это 1,6 метров длина. Проезжается за раз 7 минут. Я думаю, минуты 4,5. 5. Фиксируем 5. Де?
Твоя ставка, за сколько Виталя проверит? 5,5. Друзья, ну вот сразу видно, кто тут босс, правильно? Делаем последний замер, все-таки на длине 2,6. Правда, мы рельс будем переставлять, потому что рельс у нас 2-метровый, а длина 2,6, то есть придется смещаться, но мы это вырежем и зафиксируем чистое время резки. В предыдущем опыте у нас было 5,05, но было 2 раза вода, останавливалась почему-то. Давление насос то дает, то не дает, поэтому как-то видим, что идет пыль вместо воды, вместо эмульсии. Останавливаем машину, естественно, потому что перегреть диск, перегреть мотор никому не нужно. Но если убрать вот эти вот моменты, то даже получается чуть меньше 5 минут на 1,6 метра резки. Чисто математически 5 минут делим на 1,6, умножаем на 2,6, получаем 8,15. Сейчас спросим, сколько парни думают, сколько мы будем резать 2,6. 6 минут? 6 минут. Хорошо. Фиксируем. Чистое время резки, без переставляния. 7:35. А я говорю 8:15. Поехали. Итоговое время 5 минут 54 секунды. Сколько секунд? На 6 секунд я ошибся, я казав 6 минут. А я 5. Вот так. Да. Ну, я тоже рядом. Ну, 5:35, да, вроде так. Хорошо. Друзья, на самом деле эксперименты по скорости это, конечно, очень важно, но самое важное в этом другое. За сколько мы вырежем дверной проем? Мы его вырежем за неполный день. Еще за пару часов мы его разобьем. Я думаю, где-то к 15:00 мы закончим сегодня с этим проемом. Будет лежать кучка мусора. Для вас важно понимать, что когда вам нужно вырезать дверь, вы знаете, куда звонить, потому что вы уже обязательно должны быть подписаны на наш канал к этому времени. Контакты наши под видео. Если вы еще не подписались, я даже не знаю, что вам сказать. Но это ваш выбор, конечно. Мы же в демократической стране живем, наверное. Подписываемся на канал, ставим лайк, включаем колокольчик. Пока.